Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня буду печь пирожки с двумя начинками. Здесь у меня картофель очищен сразу же для двух блюд. Вообще у меня в начинку пойдет всего лишь 3 средние картофелины. Поэтому заливаем водой, подсаливаем и варим картошку до полной готовности. И отдельно ставлю варить кусок грамм на 250 нежирной свинины. Можно брать абсолютно любое мясо, говядина, курица, что вам больше нравится, то и берите. Сейчас дам этой воде закипеть на большом огне, а потом нужно будет снять всю пенку. И только после того, как удалим всю пенку, кладем туда приправы. Соль берите, добавляйте по вкусу. У меня здесь перец черный горошком штуки 4-5, берите по вкусу. Перец душистый горошком пару штук, лавровый лист 1. Все, сейчас отправлю все в воду, накрою крышкой и буду варить до готовности свинины. Беру одну большую репчатую луковицу. Лук я нарежу мелким кубиком. Сразу же ставлю сковороду на газ, пусть она разогревается, лук я буду пассеровать. Обязательно сохраните себе этот рецепт, ссылку на видео отправьте своим друзьям в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Все, лук отправляю в сковороду, сейчас налью немного растительного масла, ложки 3 столовых, и все пусть у меня пассируется. Тем временем у меня уже сварился картофель, я сюда добавлю буквально 1 столовую ложку сливочного масла. Все хорошенечко разомну, сделаю такую пюрешку. Картофель попробуйте по вкусу, чтобы он был достаточно соленый. В начинке он не был пресным, начинка была очень вкусной. Накрою крышкой и пока что уберу в сторону. Очистила одну среднюю морковь, и морковь я натираю на мелкой терке. И морковь отправлю к луку, пусть все вместе пассируется. Мясо уже тоже отварилось, я сюда еще добавляла немножко лука к мясу, чтобы мясо было само по себе вкусное, ароматное. И все пробуем тоже на соль. Мясо я достала из кастрюли, и пусть оно полежит, остынет. Сейчас я замешиваю тесто. У меня в квартире очень тепло, и оно быстро подойдет. Тесто я всегда замешиваю со свежими прессованными дрожжами. Эти дрожжи наиболее удачные, выпечка с ними дольше не черствеет. По весу дрожжей свежих у меня 12 грамм. Если будете готовить из сухих, тогда 4 грамма. Сюда же добавляю 160 мл молока. Жирность молока берите любую, у меня 3,2%. Молоко обязательно должно быть теплым. Подогрейте его до температуры где-то 38-40 градусов, чтобы в нем дрожжи и не сварились, и начали работать. Вообще очень легко проверить нужную температуру. Опускаем чистый палец в молоко. Молоко не должно быть таким горячим, обжигающим, оно должно быть комфортной температуры. Хоть выпечка у меня будет не сладкая, все равно всегда для баланса добавляем сахар. В кулинарии, в столовой там всегда готовят одно универсальное тесто, а потом уже готовят разные начинки. Обычного белого сахара я взяла 40 грамм. Это 3 столовые ложки полные, ложки без горочек. У меня обычная вот такая хорошая СССРовская ложка. Сейчас не пойми какие ложки. Бывает ложка столовая, она как десертная, мелкая. У меня обычная хорошая ложка. Это для наглядности иногда просят, скажите, сколько это в ложках, а не в граммах. Вот это и есть опара. Ее нужно оставить в теплом месте минут на 10-15, чтобы она постояла. Сверху образуется такая пенная шапочка. Это говорит о том, что наши дрожжи хорошие, они работают. Если пенной шапочки нету, тогда значит дрожжи не рабочие. Выливайте свою опару, дрожжи замените и готовьте из хороших. У меня дрожжи хорошие, проверенные годами, поэтому я сразу же буду готовить тесто. Где есть сахар, там должна быть и соль, 1 щепотку соли, 1 куриное яйцо комнатной температуры. Достаньте его заранее из холодильника, пусть оно полежит и согреется. Отдельно просеиваю 400 грамм пшеничной муки высшего сорта. Мука у всех разная, и ее может уйти разное количество, или больше, или меньше. Поэтому сразу всю муку не добавляем, добавляем ее постепенно и будем смотреть на консистенцию теста. Сливочное масло берите хорошее. У меня масло 82,5% жирности, 60 грамм по весу масла, я его импульсами растопила в микроволновке. Масло добавляю сюда, и вот там остаются такие маленькие кусочки. Они все разойдутся, когда мы будем замешивать тесто, все эти кусочки вмешаются очень хорошо в муку, в тесто. Главное, чтобы они не были холодными. Муку я всыпаю постепенно, вообще можно всыпать 300 грамм, перемешивать, а потом смотреть, добавлять. Тесто пока вот такое жидкое. Добавляю еще муку, и у меня уходит все 400 грамм муки.
Руками это тесто замешивается очень-очень быстро, буквально минуту-две. Оно становится таким однородным, очень мягким. Главное, не забейте его мукой. Тесто в конечном итоге должно быть не липким. К рукам оно не липнет, к поверхностям тоже, к столешнице. Тесто кладу в эту емкость, накрываю крышкой и в теплом месте может уйти от получаса до 1,5 часов, чтобы оно хорошенечко поднялось. Мясо остыло, быстренько его пропускаю через мясорубку. Мясо такое сухое получается. Сюда я отправляю половину обжаренного лука и половину моркови. Пробуйте на вкус, чего вам не хватает, то добавьте. Может быть черный молотый перец, либо соли. И вот тот бульон, в котором варилось мясо, я сюда налью где-то 3 половника. Нужно будет перемешать это мясо с овощами, чтобы оно не было ни жидким, ни сухим. Вот такое вот оно у меня получается, такое липкое. Оно хорошо держит форму. Очень удобно, потом ничего из теста не будет вытекать. И пирожки будут сочными. Оставшийся лук и морковь я отправляю к пюре. А теперь все хорошо перемешаю до такой однородной массы. Все готово. Противень я застелила пергаментной бумагой. Берите хорошую, чтобы ничего к этой бумаге не прилипало. Тесто готово. Оно по-прежнему ни к чему не липнет. Мукой я ничего не посыпаю. Здесь не понадобится даже скалка. Я сегодня буду готовить маленькие пирожки, поэтому тесто делите так, как вам удобно. Хотите на большие кусочки, хотите на маленькие. Начинки у меня будет много, а теста не очень. Главное, берите за основу тесто. Обалденное, хорошее тесто. Я думаю, что вам понравится. Обычно пирожки печешь, несмотря на то, что здесь и сливочное масло в составе есть, и яйцо. Эти пирожки пару дней спокойно хранятся в холодильнике, и они такими же остаются мягкими, не черствеют они. Но мы всегда из холодильника достаем, разогреваем в микроволновке. Такое чувство, что они только-только из духовки. Поэтому тесто обязательно берите себе на заметку. Начинки могут быть абсолютно любые. То тесто, с которым сейчас не работаем, лучше всего его будет накрыть пакетом, для того, чтобы оно не заветривалось. Я вам сегодня покажу, как я делаю вот такие треугольные красивые пирожки. Просто берем кусочек теста, разминаем его тонко достаточно. В начинки я кладу 1 столовую ложку, даже такой небольшой горкой. И сверху до середины я защипываю края хорошенечко так, чтобы потом начинка наша не вытекала. Но начинку не делайте жидкую. От середины потом заворачиваю край, поднимаю его кверху. И растягиваю как бы в 2 стороны, также защипываю хорошенечко края. Все получается вот такой вот треугольник. И теперь защипанным краем кладем на пергамент вниз. Сейчас накрою пакетом, сверху полотенцем и уберу минут на 10 в теплое место. Пусть они хорошенечко поднимутся. А теперь слеплю обычные, стандартные, овальные, такие продолговатые пирожки. Тоже обязательно хорошо защипываем края, потом этим защипанным краем кладем вниз на противень. Я всегда все пеку на пергаментной бумаге. Маслом ничего смазывать не надо. Если вы просто выкладываете на противень, тогда обязательно смажьте его растительным маслом. Точно так же и эти пирожки я сейчас отправлю на расстойку. Берем 1 яичный желток и 1 столовую ложку молока. Я сюда разбила целое яйцо. Все хорошенечко теперь нужно перемешать. И одна такая хитрость: вот этим взбитым желтком и молоком пирожки смазывайте после расстойки, перед тем, как их убираем в духовку. Заранее не смазывайте, потому что пирожки поднимаются, и потом будет такой узор, как с трещинками. Но это не очень красиво потом уже выглядит на готовых пирожках. А впрочем, каждому свое. Кулинарной кисточкой я смазываю сначала вот одни пирожки, потом вторые. И прохожусь потом еще раз по всем пирожкам. В общем, 2 раза я смазываю желтком и молоком. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Отправляем минут на 20. В общем, вы смотрите по своим духовкам. Главное, чтобы пирожки стали такие румяные, золотистые. Зубочисткой всегда нужно проверить в серединке. Если она остается сухая, значит пирожки готовы. Тесто у меня здесь тонкое, начинка там уже вся готовая. Поэтому ждем до зарумянивания. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, и вам сразу же первым будет приходить уведомление о том, что на канале вышло новое видео. И вы ничего не пропустите. У меня прошло ровно 20 минут.
Посмотрите, какие они красивые, румяные, золотистые. Пирожки такие вкусно подать и к супу, и к борщу. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.